Время 5 утра. У меня сегодня договоренность с хозяином этого дома. Для меня арендовали лодку. Я хочу сплавать на фруктовый рынок. Вьетнамцы уже просыпаются. Офигеть, во сколько же они встают? Может быть, даже в 4. Смотрите, у нас что тут? Прям справа от дома супец уже варят. Ни свет, ни заря. Короче, друзья, план такой. Сейчас плывем за фруктами, встречаем рассвет. После этого возвращаемся обратно домой, пакуем вещи, и нужно будет выезжать до следующего города. Прошу к шалашу. А я ведь заплатил за лодку 200 донгов, но он потом, представляете, взял с меня скидку и говорит: 50 донгов я тебе скидываю из-за того, что не я с вами поплыву, а какой-то другой, лодочник. Как говорится, хочешь свежих фруктиков, надо вставать пораньше. Для меня это вообще не свойственно. Поехали, братишка. Итак, друзья, сейчас мы отправляемся на фруктовый рынок, который находится прямо на реке Меконг. Ух ты, смотрите, какие у них там деревянная мебель, шкаф. Интересно, как там все не плесневеет у них. И где-то прямо на этой реке каждый день, без выходных, происходит одно очень интересное событие, которое мы сейчас надеемся застать. Ребята собираются на промысел. Ты чё лаешь на меня? Буквально чуть-чуть мы отплыли, а тут уже такая движня вообще. Целый речной город. Так, впереди по курсу плавучий ресторан. Я так и не закрыл гештальт по покупке вкусного дуриана. И я надеюсь, что я найду сейчас какую-нибудь лодку, в которой продают дуриан. Здесь у нас по курсу спелая манго. О, дуриан! Дуриан, can I buy one? А, гляньте, у нас, оказывается, штурман-то женщина. Куда-то плывем, что-то ищем. Потихоньку начинает светать. Вот еще один чувак. У него тоже фрукты в лодке. Манго, апельсины. Я хочу купить дуриан и, может быть, 1 или 2 больших спелых манго. Ими я хочу позавтракать перед тем, как отправиться дальше в путь до нового города, который называется Рецья, и ехать до него около 100 или 120 километров. Поспать мне удалось, может быть, полчаса или час. Уже, считай, в 4:30 я был как штык. Друзья, объявляю этот день самым странным днем покупок фруктов. Очень стремительно светает. Я через ребят перевел, что я хочу купить дуриан. Бабушка заулыбалась, сказала палец вверх и сказала, что сейчас мы все сделаем. Ребят, я был полностью уверен, что за рулем находится мужчина. У нас здесь проходит фотосессия со мной на фоне. Мне даже немножко неловко, потому что я никуда не могу отсюда деться. И мне кажется, что эти ребята, они тоже были не в курсе, что у них в лодке будет 3-й лишний. Право по курсу. Уже активизировался какой-то рынок. 5:30 времени, все уже открыто. Нас уже везут обратно к фруктам. Они вывешивают на специальных палках образцы фруктов, а вьетнамцы, по ходу дела, которые у них их закупают для своих рынков по оптовой цене, конечно же, они подъезжают, торгуются. В общем, здесь происходит прям настоящая торговля, как в старые времена. Очень круто то, что они оставляют вот эти старые традиции, как это происходило сотни лет назад, так это происходит и по сей день. Всегда вот мне было интересно, как живут вообще вот эти люди на воде. Они постоянно спят, их качают из стороны в сторону. У них есть своя лодка. То есть это вообще другой уровень жизни. Это прям настоящие плавучие магазины. У них там и кухня своя, как бы у некоторых мини-ресторанчики. Вон она! Кэп! Прям по курсу дурианы. На абордаж их. Вот здесь манго поплыли. Вон там кокосы на лодке. Hi, brother. Итак, мы подплыли. Сейчас мы будем торговаться за дуриан. Сколько же он стоит за килограмм? How much 1 kg? Они не понимают абсолютно по-английски.
Мне там сразу на 3 килограмма положил, я же не съем. Найс. Открывайте, пожалуйста. Здесь манго у них продает. Excuse me, can I take one piece? Попробуем манго. Кстати, красный я еще не пробовал. Окей. Ништяк. Попробуем. Окей. Особо вонючий. Блин, офигеть, дуриан просто восхитительный. Не знаю, что это за сорт. У женщины беру 1 манго, мужик мне вскрывает 1 дуриан. Блин, офигеть, он такой сладкий, ребят. Пятихаточку я ей даю. Ребята тоже взяли себе по манго. И ребята тоже берут дурианы. Вы тоже дуриановые парни. 200 дает мне. Интересно, сколько будет стоить 1 манго. Бабуля здесь что-то прихорашивается. Я дал в итоге 500 донгов. Мне вернули пока сдачи только 200. На самом деле, друзья, мне вообще абсолютно пофигу, сколько с меня возьмут денег. За такие развлечения я готов платить. Бабушка вообще заряжена, от нее прямо энергией прет. Маленькие такие кусочки дуриана, это какой-то сорт, я такой первый раз пробовал. Очень сладкий. Может, это мантонг? Скорее всего, кстати говоря. Килограмма 2, наверное, этого дуриана внутри. За все про все получилось 300 донгов. Это очень дорого на самом деле, ребят. И мы плывем дальше. Будем считать, что это дань этому фруктовому рынку. Самый дорогой завтрак за все мое путешествие. Вы представляете, что там внутри? Блин, вот бы этот глянуть прямо. Офигеть, длиннющие моторы. Вот это яхта, это посудина. В общем, их можно подзывать. Можно прям бабушку с апельсинами подозвать, с бананами. В основном женщины, кстати, за рулем. Вода чернющая, просто муть. Торговля происходит прямо на ходу. То есть они пришвартовались вот к этой лодке и уже напаривают этих людей на покупку манго. Плывем сейчас в другую сторону. Здесь еще живописнее, еще больше лодок стоит. Вон там еще пару ресторанов вижу, каких-то аутентичных. Лучок, чесночок, картошка. Блин, здесь не хватает только, чтобы они еще с рупорами были и кричали прям: картошка, лук по 25. С другого берега там кто-то кричит: по 10 возьму. Здесь прям бабушка что-то там кашеварит. На лодке прям, смотрите. Может, она нам чаю сейчас горячего сделает? Так, бабуль, что у тебя там? Синтяо, good morning. Обалдеть, так это у нас завтрак. Смотрите, у нее тут курочка уже подходит к своей кондиции. Прям тарелки с едой накладывает. Выглядит неплохо. Так, здесь сок готовы сделать. Ребята берут себе тарелку курицы и лапши. Короче, приглашают присоединиться к их трапезе. Тарелка супа с курицей, да на воде. Да когда бы такое еще было видано? И вообще, я никогда не завтракаю, потому что я никогда не просыпаюсь рано утром. Так что такое упускать шанс нельзя. А вот они, самые дорогие дурианы в мире, поехали. Со льдом какой-то сделала им жижу непонятную. Принимаем. Отлично. У бабули там какая-то колбаса, курица, пирог, смотрите, какой-то лежит. Бабуль, все свежее? Нормально? Есть можно? А то мне в дорогу через час. Главное не потравиться. Я даже столько еды, наверное, не съем, ребят. У меня вот этот манго только, наверное, тут на килограмм просто. И еще 2 кг дуриана. А мне нужно это все прикончить будет, потому что с собой я это никак не увезу. Оно просто испортится по дороге. Что-то она туда добавляет секретный ингредиент какой-то в ложку. Ладно, бабушка, я надеюсь, что эта штука не острая. Ну, бульончик выглядит неплохо, кстати говоря. Похоже на фубошку. Здесь у нее в основном курица и овощи вижу там внутри. Держу, бабуль. О, все, погнали. О, кстати говоря, белые туристы поехали. Смотрите, здесь целая лодка туристов едет. Ну что ж, друзья, всем приятного аппетита. Кто завтракает, пора бы и подкрепиться. Она будет ждать, пока мы поедим. Тарелки потом у нас заберет.
Ну, мясо немножко жестковатое. Это, кстати, не курица. Это утка. Короче, ништяк. Вкусная еда. Еще одни дурианчики приехали. О, смотрите, у них лотосовые коробочки. Их тоже вроде бы едят. Бабуль, спасибо большое. Интересно, сколько ж с меня сейчас за тарелку супа возьмут, если с меня за дуриан взяли где-то 200 донгов. Бабушке 45 стоил супчик. Ну, да, здесь чуть-чуть дороже, чем обычно в локальных кафе. Возможно, они таким образом поддерживают, собственно, вот эту вот водную культуру. Поесть как на берегу реки всегда можно, но сделать это вот таким образом все-таки это настоящее развлечение, не только еда. А за настоящее развлечение мы платим абсолютно любые деньги. Во благо, как говорится. Тоже напаивают здесь. Кстати, хороший бизнес. О, солнышко встает. Скоро будет совсем жарко. С утра пораньше такой движ Париж. Вот это настоящая зарядка. Прямо от этой бабушки, от этой реки. Такой энергетикой веет. Очень живое место. Круто, я заценил. Прямо 10 из 10. Смотрите, это просто магазины. Это даже не то, что рестораны. Это прям реально плавучие магазины. Так, мы что, швартуемся, что ли, бабуль? Что происходит? Нас швартует какая-то красивая, симпатичная девочка. В такой магазин я бы зашел. Ты что это на меня наклеили такое? Это что ты такое-то на меня наклеила, малышка? Б581. Она меня пронумеровала. Походу дела, не я иду покупать товар в этот магазин, а я сам являюсь товаром. Как бы меня здесь на органы не сдали, ребят. Это же что это вообще такое за номерки? Ладно, раз уж мы здесь как бы находимся, я чисто зайду показать, что здесь вообще есть. Товары первой необходимости, как говорится, лапша, которую они там готовят, какие-то соевые соусы, орешки, деревянная посуда есть. Какая-то абсолютно ненужная хрень. Я так понимаю, это все входит в экскурсию. Купаем фрукты, потом мы едим, потом нас завозят на рынок. Где мы можем купить себе какие-то продукты. Честно, для туризма я не понимаю абсолютно, что можно из этого выбрать и взять. Очень специфическая продукция. Так, это не ты ли мне дурианы слил? А, морской волк. Все, музыку уже запустили. Вовсю вообще движ, Париж, ребята. Там дальше еще что-то продолжается. Это целый ресторан, то есть здесь уже прям что-то готовят. Они поставили печь на воде. Я такой первый раз вижу, реально. Это прям настоящая печь. И что она там делает? Блины какие-то. Гляньте, она на какую-то бамбуковую штуку их. Так, какие-то вьетнамские панкейки. Сковорода, она просто как ткань натянута на барабан. И получается, что этот блинчик, он готовится на пару. Мне хочется попробовать этот блинчик. Но я понимаю, что я как бы уже full power. Я даже дуриан-то не дуриан на дуриан. Я всегда найду место в своем животе. Ладно, давайте посмотрим, что здесь. Местные вьетнамские конфеты. Слушайте, цены, нифига себе. Я бы сказал, что это не маленькие цены. 450-350 за килограмм. И выглядит это все как просто какая-то пастила. То есть, это даже не батончики Red Front. Вот эта штука, по-моему, называется что-то типа водяной орех. И внутри него находится тоже вот такая желешка, как из того фрукта, который я ел, когда выехал в путешествие. Кстати, вьетнамские конфеты ручной работы брать не настолько страшно, как индийские. Потому что если вы бы видели, как готовят вообще продукцию в Индии, я вас уверяю, вы вряд ли бы когда-то захотели бы что-то покупать. А вот уже, смотрите, продают эти блины, которые вон там девочка печет с дурианом, кокосом. Это что-то типа, я не знаю, заворачивать шаурму, что ли, в дуриан. Но это прям совсем для извращук настоящих. Так, извращенцы есть на корабле? Кто вообще все это использует? Смотрите, макароны. Можно взять себе клубок макарон. Вот тут замешивается тесто. А, смотрите, они тут и производят эти макароны? Да ладно. Здесь какая-то своя производственная движуха, ребят. Делают макароны, делают конфеты. Офигеть, здесь просто спаркованы между собой 4 корабля, друзья. Итак, мы пришли в рыбный отдел. Здесь можно взять сушеную рыбку любых мастей. Очень хочется, друзья. Я вообще фанат всяких вот таких солений и рыбы. Так хочется взять что-то, но я понимаю, что я не знаю, что я буду с этим делать. Потому что пиво я не пью. А с чем еще вот эту всю рыбку обычно едят? Обычно с пивком. Например, вот эту перхоть. С чем ее есть? Слушайте, цены просто вообще космос.
200, 350 за килограмм. Желтый полосатик, давайте посмотрим, сколько. 450 за килограмм, желтый полосатик. Срочно в комментарии напишите, сколько пачка желтого полосатика стоит у вас в магазине. Пойдем посмотрим, что-то там происходит. Здесь им нарезают какую-то колбасу. Люди тянут 100 донгов, дайте нам колбаски. А что же это за колбаса-то? Если бы я знал, что это такое, но я не знаю, что это такое, друзья. Я, кажется, понял. Смотрите, это блинчик. Внутрь него завернуто яйцо и картошка. Будь здоров. Я заметил контролирующие органы на этом судне. Здесь есть морская полиция. Так, вот это что такое? Друзья, это улитки за 190 донгов. Они запечатанные. То есть это прям свежие улитки. Ничем абсолютно не пахнет. Вот прям вот так, наверное, опускается в кастрюлю, варится. Вопросов больше, чем ответов. Так, что вот это такое? Это какой-то пенис. Ладно, шучу, это массажер для пениса. А вот тут реально пенис. Что это такое? Это прямо лингамище. Представляете, вот так вот? Члена-открывашка. Ну, они приколисты. Ну, вот реально, применение этих вещей я, конечно, понимаю, но кто это покупает? Здесь больше как прикол все это устроено, как такое развлечение. То есть ты ходишь, просто находишь какой-то товар, например, конфетки какие-то, и берешь вот лишь бы взять, что ли. Так, мне нужно найти моих ребят. В целом я обошел абсолютно все здесь. Честно, ничего особо купить здесь не захотелось. Бабуля нас ждет. Дай-ка бабулю угощу конфетами. From Россия. Руссия. Так, загостил, короче, конфетками здесь бабулю и вот эту девчонку. Я, короче, разгадал, что вообще здесь происходит. Допустим, условно, 100 лет назад здесь, на дельте Меконга, происходила реально самая крупная вот торговля. Но сейчас, в данный момент, я вижу, что от этого всего, как бы, они оставили частичку вот этой культуры и завернули это все маркетингом под туристическую движуху. Фрукты, еда, закупка сувениров. В общем, туризм мне этот понравился. За все про все чувак просил 200 донгов с человека. Я думаю, что это даже дешевле должно стоить, если он с меня скидку еще взял 150. То есть, ну, мне кажется, 100 донгов с человека, в принципе, может это стоить. Если на лодке вот так 3 человека, то есть за 300 донгов бабушка нас, считай, покатала 1,5 часа. Грузимся обратно. Бабушка, по-моему, самая вообще резвая из нас всех. Вот это моторище. Я рад. Застал в Конько самое основное развлечение, которое здесь есть. Посмотреть на торговлю с воды, поучаствовать в этом немножко. Смотрите, тыквы прям по курсу. Целый корабль тыкв. Чувак, Хэллоуин уже кончился. Я думал, нас домой везут, а мы еще дальше куда-то плывем. Вот эта громадина на нас движется. Прям реально древнее какое-то судно. Смотрите, такой формы необычной, как бочка. Интересно, сколько такое стоит? Наверное, как дом. По сути, это и является домом на воде. Бабуля, настоящий капитан, с невозмутимым видом так смотрит на горизонт. Вот как вы думаете, сколько ей лет? Мне кажется, ей лет 70, может быть. Вот так вот в 70 управлять катером. Время 6:30, солнце уже офигеть высоко. Смотрите, сегодня такой пасмурный день. Я надеюсь, что особо жарить не будет в дороге. Бабушка просто с таким лицом, как будто у нее генеральское звание какое-то. Так, у нас тут какое-то новое ответвление, кстати говоря. Это мы не к дому плывем, она нас дальше куда-то везет. Это уже похоже на какое-то местное гетто. Обалдеть. Как же здесь сыро, наверное, людям живется. Как они борются с плесенью, тоже вопрос. Я смотрю, у них там внутри все в плитке. Походу, это единственный способ. Когда-то этот магазин, наверное, работал. Смотрите, еще сейчас уровень воды поднялся, видно. Подзатоплено чуть-чуть. Бабушка, куда ты нас везешь? В какой-то момент я начал забывать, что нас пронумеровали в этой экскурсии. Кстати, вот эта проплывающая штука, кто-то мне рассказывал, что это местный сорняк. И от него все стараются избавиться любыми способами. Но это очень сложно, потому что распространяется он крайне быстро. И если его не убирать, не контролировать, заполоняет собой все пространство. Вот это настоящая трущоба.
Было бы прикольно, конечно, посетить какую-нибудь семью. Вот сзади стоят нормальные дома, спереди какие-то жесткие. Хотя, может, это просто пристройки. Понятно. Река очень грязная, все замусорено. Вот смотрите, как разрастаются эти растения, если их не контролить. Просто огромные становятся, потом не проехать. И как это все вырубать, тоже непонятно. Мы уже отплываем достаточно глубоко в это гетто. Знаете, если бы я был в Мьянме или в Лаосе, я бы уже немножко поднапрягся. Мне почему-то кажется, что именно вот в таких местах и находятся подпольные лаборатории по изъятию органов. Запах здесь так себе. Я думаю, что таким образом бабушка хотела показать нам, что русло Меконга, оно очень богато вот такими ответвлениями. Их действительно очень много. И здесь также водятся и крокодилы. Я не думаю, что в городской части, конечно, они есть. Но вообще я встречал на Google карте упоминания о крокодиловых фермах. Да и в целом в дикой природе их здесь встретить тоже можно. Чем дальше мы плывем, тем больше зарослей. Впереди прям все вообще капитально заросло. У меня вот вопрос, насколько глубоко можно так заплыть по этому руслу? Бабушка решила нас сильно не пугать, и уже плывем обратно. Вот это ресторанчик, где мы сегодня завтракали. Смотрите, сколько там клиентов. По 5 лодок сразу стоит. Кто на что гораст. Короче говоря, что продают, все подряд. А вот и самые дорогие дурианы. Кстати, нормально так и распродает он дурианов-то, я смотрю. Если он с каждого дуриана берет вот так по 100 донгов за килограмм. Вот здесь уже прям совсем дикие места. Еще один корабль с тыквами. Неужели эти все фрукты, овощи, они продаются только для этого города? Или же они из этого города загружаются этими фруктами и овощами и, может быть, потом везут их в другие города? Потому что как раз этот Меконг, он же разливается по всему Вьетнаму, буквально по всему Вьетнаму и даже по другим странам. Может быть, некоторые из них, например, как вот эта ананасовая лодка, частично распродают ананасы здесь, а частично увозят их куда-нибудь дальше. Оп, ананасами затарился кто-то. Вся эта история-то речная, она вообще не собирается заканчиваться. Ну все, кажется, мы разворачиваемся. То есть дальше уже особо никакой движухи не происходит. Там еще буквально пару ресторанчиков. По ходу дела плывем домой. Еще один плавучий ресторан. Интересно, какие блюда подают сегодня здесь. А вот эта лодка продает картошку. Или редьку. Мне нравится, как некоторые украшают свои домики плавучие. Какие-то пальмы, деревья вешают. Как антуражно, просто слов нету. Чем-то мне напоминает Варанаси. По количеству объектов, которые находятся в поле зрения. Там тоже очень все многослойно. Дымка, где-то костры жгут, где-то фруктами торгуют, где-то еще что-то жгут. Выгружаемся. Ну что я могу сказать, друзья, это было увлекательное начало
этого дня. Время сейчас ровно 7 утра. Отправляюсь сейчас домой, допаковываю вещи, съем дуриан, манго забираю с собой и буду выезжать. Впереди больше 100 километров дороги. Ребята вроде тоже довольны, всем понравилось. Фу, ну что, последние. Так, я тут тапаю до сих пор, кстати говоря. Вы думали, уже никто не тапает? Я делаю это каждый день. Ну что, я собрался. Guys, bye. Рюкзаки собраны, все запаковано. Самое время подкрепиться. Блин, это очень мало, на самом деле, дуриана. Я что-то думал, что его здесь больше. Сорт реально офигенный, я думаю, что это Монтон. И обычно еще, который подешевле, он бывает гигантские вот эти вот у него штучки, косточки. А у этого, видите, маленький, но он особо вонючий и особо вкусный. Как можно не любить вот это? Это просто самородок, слиток золота, вкуснятина. У дуриана есть очень много граней. Во-первых, их очень много сортов. Есть разные степени спелости, и он всегда разный по вкусу. Вот это, наверное, лучший пока что дуриан, который я ел. Нежнейшая кремовая текстура. Напоминает по вкусу крем-брюле. Это заварной крем. Конечно, каждый сравнивает дуриан с чем-то своим, то, что знакомо конкретно ему. У кого-то это лук, у кого-то это картошка, чеснок, может быть, даже рыба. Некоторые люди ощущают этот запах неприятным. Если честно, он действительно достаточно плотный, можно даже сказать вонючий, в плане того, что вы точно его почуете даже издалека. Но я бы не выделил этот запах именно как отвратительный. Некоторые еще думают, что дуриан нравится тем людям, у которых есть дуриановые рецепторы, которые воспринимают этот вкус. А у некоторых людей этих рецепторов просто нет, поэтому они просто не могут его распробовать. Ну что ж, можно лишь посочувствовать этим людям, ведь они не смогут никогда распробовать этот прекраснейший вкус дуриана. Кто рано встает, тому Бог подает. Мне подали дуриан за 200 донгов. Прекрасно. На самом деле немного хочется спать, но я думаю, что дорога меня сейчас взбодрит. Надеюсь, будет не такой знойный день. О, офигенные цветы. Я как-то видел их в одном из буддистских храмов. Но очень красивое. Похоже на настоящий огонь. Маршрут проложен. Время в пути 105 километров. Написано, что доеду за 2 часа 18 минут. Время сейчас практически 8. Последний паром отправляется в час дня. То не спеша, я думаю, что должен успеть. И облачаемся в свой граб-наряд. Я, кстати, зашил куртку. Полночи ее зашивал. Но теперь как новенькая. Кстати, классная куртка, реально работает. Лайфхак вам для путешествий по Вьетнаму. Если не хотите привлекать к себе внимание, просто станьте граб-таксистом. Кстати, куртка сама по себе дешевая, что-то она стоит там какие-то реально копейки. Защита от рук, защита шеи, еще капюшон есть. Вату. Поехали. Ребят, самое классное то, что я выбрал себе такой домик, вот этот у бабушки. И он находится прям практически на выезде. Так что я буквально на трассе практически стою. Друзья, смотрите, офигеть! 3 донга за килограмм апельсинов здесь продают. 3 донга! Я не знаю, почему так дешево. Ну, то есть вы просто представьте, 10 донгов это примерно 30 русских рублей. А здесь он стоит 3 донга. Практически выехал на трассу. Дальше будет прямущая дорога. Где-то, наверное, километров 50, около того. Блин, мне даже не верится, что я практически уже добрался до Фукуока. В общей сложности 800 километров практически я проехал, может быть, даже больше. Ну все, погнали! По трассе стоят магазины, очень много. И я уже прям проехал, наверное, штук 50 этих магазов. Смотрите, что здесь продают. Уток, черепашек, вот таких вот длинноносых, которые, по ходу дела, ловят прям вот в этих озерах, которые находятся по обе стороны. Дальше, еще интереснее. Синчао, устрицы.
Я сначала думал, что это за озера справа-слева, а здесь они, походу, выращивают как раз вот эти вот устрицы, которые можно свежие попробовать. Улиток также здесь добывают, по ходу дела, бонусом. И самое интересное... Друзья, уберите впечатлительных от экранов, пожалуйста. А любителей змей прошу любить и жаловать. Живые змеи, водные. Я сначала подумал, когда проезжал, что это заспиртованные змеи. Но они живые. Посмотрите, какие огромные. Вот это угри тоже двигаются. Маленькие какие-то змеи. Вот это ужики. Смотрите, с оранжевыми пятнами. Вот такие змеючки. И вот это просто, вы посмотрите, это, я не знаю, мне кажется, вот это точно ядовитые змеи. Вы погляньте просто на эту водную гадюку. Я не знаю, честно, что это за змея. Может быть, какая-нибудь гадюка Рассела или еще кто-то, но поглядите на нее. Обалдеть. Она понимает, что я люблю змеи. Она говорит, выпусти меня, пожалуйста. Я исполню 3 твоих любых желания. И чего только не встретишь на вьетнамских трассах, реально. Проезжаешь какую-то деревню, и в каждой деревне свой вот какой-то промысел. Потому что до этого я ехал, но не было змей. Потом я начал приезжать в вот эти города, и просто начали появляться везде змеи. То есть такое ощущение, что вот один кто-то решил ловить их и продавать в банках, а все остальные типа подключились и думают, блин, слушай, народ покупает, надо ловить. И вот они здесь устраивают вот это змеиное шоу прямо посреди дороги. Честно, я не знаю, кто это все покупает, для каких целей, но можно догадаться. Это тоже все змеи. Смотрите, сколько их там. Вот эти огромные просто. Блин, мне даже этот мешок страшно трогать. Реально, там очень толстые змеи. Вот примерно такие. Смотрите, какая она размером. Мне даже через стекло немного страшно. Прикольно. И вот реально каждый город какая-то новая история. Вот он там что-то говорит в этом рупоре. Остановись, купи змею, улитку. Черепаху съешь, утку купи. В общем, я еду дальше. Едется офигенно. Сегодня не так жарко, как я и предполагал. Вот эта дымка держится, никуда не девается пока. Проехал уже где-то 30 километров. Осталось еще 70. Ну что, едем дальше. Змеиный Вьетнам. Остановился чисто водички глотнуть. А здесь вот такой буддистский храм. И змеи. Заметили, что кругом стали появляться змеи на храмах, в банках. Судя по всему, они здесь повсюду. Люблю, когда храмы вот раскрашены ярко. Мне напоминает это об Индии. Да, здесь, конечно, видно, что идет какая-то реставрация. Это значит, что сюда донатят денежки. Донат билборд. Я всегда удивлялся, неужели вот каждый человек, кто сдонатил 100, это что 100? 100 тысяч, наверное? Вряд ли же на доску помещали людей, которые 100 донгов сюда сдонатили. Осталось ехать 40 километров всего. Вот, кстати, я проезжал дурианы по 35. Ананасы кругом продавались. Какие-то манго такие прикольные, желтые, прям яркие-яркие. И я проезжал и думал, блин, нафиг они мне нужны? Я же еду на Фукуоку. И чем ближе я подъезжаю к парому, тем больше я думаю, блин, а что мне мешало взять килограммчик манго, 1 ананас, 1 дуриан, привязать это все. Я все равно везу целый тюк вещей с собой. Вот как обычно, хорошая мысля приходит после. Нет у меня вот какого-то вот этого качества запасливости. Это у меня у брата такое свойство имеется, а я как-то об этом и не думаю никогда. Я вот еду, у меня есть 1 манго и воды в термосе. Мне много не надо. Ну что, хлебнули водички, поехали дальше. 40 километров. В этот раз дорога как-то быстро идет. Так, ребят, у меня тут на пути еще 1 храм. У меня, в принципе, еще 3 часа времени в запасе. Поэтому думаю заехать посмотреть. Глядите, какой забор. Он длится реально, наверное, уже метров 300. А с этой стороны как-то забор еще, видать, не доделали. Так, заезжаем внутрь. Паркуюсь прямо здесь. Едется вообще очень хорошо. Время сейчас 10 часов. О, вот это дерево интересное. Я, кстати, так и не попробовал этот плод, если это то, что я думаю. Прогуляемся по храму.
Чисто посмотреть немного и передохнуть. И гляньте, какая архитектура, кстати. Напоминает мне почему-то лаосский язык. Короче, действующий храм — это целый комплекс, на самом деле. Знаете, вот сколько я храмов не видел вообще в целом, буддистских, они всегда на реконструкции. То есть крайне редко я встречал храмы, которые прям вот, стоят и все в них хорошо. То есть их постоянно доделывают, постоянно улучшают. Смотрите, сколько построек. То есть это все, конечно, не старинное, это все новодел, но прикольно. То есть сколько надо бабок. Видите, здесь стройка идет полным ходом, чтобы вот это все построить. Это нужно немало труда вложить. Тут они вон прямо и живут, строители, еду себе готовят. И вот здесь главный комплекс. Наверное, когда здесь какие-то пуджи проходят, тут прям мощно. Там Ганди, что ли, сидит? Похож. Именно вот атмосфера в буддийских храмах мне нравится. Сюда заходишь, тут сразу такое спокойствие, какое-то дружелюбие, как правило. Собака. Привет. Ну, иди сюда. Иди. У меня есть для него еда. Еда для котиков, но я ее и собакам тоже даю. Мы ему не скажем, что это еда для котов. Вкусняшка. Я тебе говорю, вкусняшка. Какое вот что за порода какая-то перуанской собаки? Практически без шерсти. Ага, все, смотрите, уже такое это. Ладно, перевел немножко дух. Я с этими мешками похож на какого-то чувака, который вывозит мусор. Мне кажется, если мой байк вот так оставлять где-нибудь припаркованным посреди улицы, его даже никто не ограбит. Так, 32 километра осталось. Практически приехали. Там надо еще посмотреть, когда паром будет. Вот согласитесь, необычная, да, вот эта скульптура наверху? Лицо разлинеено, как будто картина Алекса Грея. Очень психоделично выглядит. Проезжаю какой-то индустриальный город. Смотрите, как застроено. Просто куча магазинов. Какой-то торговый город. Он весь вытянут, некуда углубиться. То есть, получается, город построен вдоль трассы. Начинает становиться прям реально жарко. Прикиньте, а я уже приехал, оказывается. Я думал, что я какой-то транзитный город проезжаю, а это и есть Рецья. Останавливаясь на дозаправку. Блин, крышечка, конечно, от бензобака. Я иногда еле-еле могу ее открыть. Как-то раз стоял и вообще не мог открыть крышку. Думал, блин, уже чем-то отвертку какой-то выковыривать. Надо нормальную крышку сделать. До точки назначения еще 12 километров. Практически здесь. Время 10 часов с копейками. В общем, у меня 3 часа в запасе, так что, может быть, еще успею посетить местный рынок и закупиться какими-нибудь фруктами подешевле, потому что на острове будет все дороже. Короче, какая-то странная история. То ли датчик бензина не работает, то ли он меня залил полбака. Ну ладно, короче, на 67 донгов заправился, будем считать. Короче, я не удержался, народ. Проезжают дурианчики. Хрен его знает, сколько они будут стоить на Фукуоке. Мантонг. Это, кстати, самый дорогой считается сорт дуриана. По 70 она говорит. Я, короче, за 65 сторговался. Вообще ни в какую не хотел сбивать цену. 3-килограммовый дуриан беру. На 260 донгов, короче, выходит. Так, добавляем немного веса. Хрен знает, куда это крепить теперь. Вроде нормально держится. Вонючий. От меня теперь будет поход на весь паром вонять. Я надеюсь, с дурианами можно переплывать. Потому что в самолетах с ними нельзя. Сколько там? 8 километров. Вперед. Фух, ну что, я прибыл. Вон стоит огромный красный паром. Я так понимаю, что именно он отправляется на Фукуок. Время 10:45. Сейчас посмотрим, может через 15 минут как раз отправление. Я успел вовремя. Представляете, через 10 минут отправления она говорит, дай мне паспорт. Ох ты, блин, нифига себе. Я даже не думал, что здесь по паспорту будет все. Короче, сейчас буду узнавать, сколько стоит цена и так далее. Ну тут вообще все серьезно, короче говоря.
Паспорт взяли. Номер байка тоже записывают. Максимально все серьезно. На остров Фукок просто так люди не попадают. Ну, кстати, да, нужно хотя бы визы проверять. И, в общем-то, из этого направления... Город Ридзья — это не популярное туристическое направление для туристов, ну, европейцев, короче говоря. Отсюда в основном вьетнамцы переплывают на Фукок, потому что это длительный переплыв, так назовем. 3 часа, по-моему, плыть. Посмотрим, сколько это будет стоить. Я посмотрел, что-то в районе 300 донгов должно быть с байком. За все про все просит 430 донгов. Короче, какая-то очень странная, не то чтобы несправедливость, но для меня непонятная история. Байк стоит 140, человек 290. Я, конечно, понимаю, что я стою дороже, но хотелось бы, чтобы с меня взяли так же, как за мой мотоцикл. Я еду грузиться. 5 минут осталось. Прям тотальный контроль, короче. С меня взяли паспорт на проходе. Здесь тоже просят паспорт, чтобы пройти. Вот окей. Окей, найс. Вроде все пока получается. Друзья, я на корабле. У нас тут парковка на 2-м этаже. Вверху байки. Смотрите, сколько путешественников. Все с рюкзаками практически. Сначала я думал, что мы поедем вот на этом Фукуок Экспресс, но я так понял, что он не грузовой, то есть только для пассажиров. Я, такой путь проделан. 800 километров я проехал по Вьетнаму. Даже не верится, что через 3 часа окажусь на острове. И, кстати говоря, у меня уже есть квартира на Фукуоке. В общем, сейчас много друзей на Фукуоке, и мне уже нашли вариант, прикольную студию прямо неподалеку от центра, где-то в джунглях находится. Мне уже не терпится посмотреть на эту квартиру, заселиться и выдохнуть наконец-таки. И съесть дуриан. Так, давайте посмотрим просто. Вот по количеству багажа. Кто здесь самый главный путешественник? Я здесь самый главный путешественник. Ну что, посмотрим, что внутри. О, да вы чё? У нас здесь пассажирские места. Здесь столько народу и кондиционированный зал даже. Балдеж. Я на самом деле-то думал, что поеду наверху, на палубе где-то. А здесь прямо вот так. У меня пока адреналин прет и такой подъем, что я думаю, даже не хочется садиться в это сиденье. Мне реально хочется сейчас взлететь просто от счастья, что я добрался. Я сделал это. И, хочу вам сказать, это вообще не сложно. Ну, то есть 700 километров на скутере за $200 possible. Люди, которые отправляются в путешествия на каких-то супер прокачанных мотобайках, и, в общем, это все стоит кучу денег. По итогу Андрюхин скутер меня ни разу вообще не подвел в дороге. Это классно. Да, друзья, вот так вот. Бюджетные путешествия рулят. Не нужно покупать себе дорогущий байк для того, чтобы проехать почти 1000 километров. Так точно, капитан, я вас слышу. Я думаю, что никто сегодня так недоволен, как я собой. Отдать швартовые. Пристегните ваши ремни, займите удобные места, расслабьтесь. Время в пути 3 часа, а затем масса впечатлений от изучения новой локации в виде офигенно красивого острова. Смотрите, сколько много вот этих водорослей плавает. Практически все ими заполнено. Понимаете, о чем я говорил? Что от этой штуки все пытаются избавиться, но никто не может, потому что она очень быстро размножается. Мне кажется, если бы люди перестали с ней вообще бороться, весь океан просто был бы зеленый. Плываем какие-то острова. До Фукуока еще далеко. Я думал, что мы 3 часа будем плыть. Получается, что где-то 4 или около того. Я начинаю подрубать конкретно. Взял себе Red Bull, 25 донгов за стакан. Если бы не наушники с активным шумоподавлением, за эти 4 часа можно было бы поплыть кукухой, потому что на всех телевизорах вот просто по кругу хренячит какой-то голубой вьетнамский огонек. Вот эта песня, она просто зацикленная. Вот эта женщина, видите ее? Она поет уже 2,5 часа. Если бы не эти наушники волшебные,
я бы реально сошел с ума. Началась какая-то суета, а это значит, что мы причаливаем к острову. Оп, вроде все разъехались. Теперь можно выходить. Дурианчик, смотрите, запотел немножко, спеет. Добро пожаловать. Нет, пока еще рано, надо выехать на землю. А вот теперь... Добро пожаловать на остров Фукуок. Блин, мне все еще не верится, что буквально сегодня утром я был вообще где-то на материке. Теперь я, островитянин. Надеюсь, этот остров меня примет. Так, а я даже не знаю, куда мне ехать, если честно. По дороге к моему новому дому заскочу в гости к подруге. Она тоже недавно прибыла на Фукуок. Прилетела недавно из России. Посмотрю, где она там обосновалась, что она там делает. В любом случае, нужно начинать изучать этот остров. Так что времени зря терять не буду. Что я могу сказать? С первого взгляда хочу сказать, что остров офигеть какой зеленый. Смотрите. Весь остров соединяет всего 3 дороги. То есть здесь есть такое кольцо. Продолжительность примерно 50 километров. Это самый длинный путь от точки А к точку Б. Я думаю, что на изучение этого острова нужно будет потратить, не знаю, максимум неделю. Это если прям вообще на расслабоне. А так-то, мне кажется, можно и за 3 дня весь его объездить, посмотреть, что здесь к чему. А как вы думаете, что вообще к чему на тусовочном острове? Здесь тусовка к тусовке, по идее, это должна быть. Ну, я, по крайней мере, так думаю, я не знаю. Один чувак мне сказал, что здесь есть всего 1 клуб, где все тусуются, а все остальное это как бы побочные явления. Ну, то есть такие локальные шек-тусовки, так их назовем. Короче, это все догадки. Я ничего абсолютно пока что не знаю. Так что будем изучать его вместе. Я немножко только от друзей, которые здесь уже живут, знаю, что здесь дороже, конечно же, чем в Нячанге. Квартиры стоят дороже, продукты стоят дороже. Есть всего 1 большой супермаркет на всем острове. Все остальное это локальные магазины. Но, как я уже понял из собственного опыта, даже, казалось бы, в самом дорогом месте русский человек всегда может найти дешевое жилье, дешевую еду и классных друзей. Сейчас самое главное — это максимально удаляться от точки, куда меня привез паром. Я, кстати, ожидал, что он привезет меня немного в другое место, в центр. А по итогу он привез меня вот в ближайшей части, которая находится ближе к материку. Сначала я думал, что я буду ехать по шорткату, как в Арамболе, знаете, такие дороги, ну, по сути дела, просто грунтовка. А здесь, смотрите, бетонный шорткат. Видно, что бабосики сюда вкачивают куда надо. Короче, делают дороги, развивают инфраструктуру. Но для меня было большое удивление, когда один чувак сказал мне, что на этом острове есть всего 1 гипермаркет, куда ездят абсолютно все, со всех частей острова. Поэтому селиться, он сказал, лучше всего где-то рядом с ним. Если честно, я не сильно понимаю вообще ценность гипермаркетов, потому что сам стараюсь как-то чуть-чуть растождествляться с вот этой потребительской деятельностью и максимально стараюсь закупать продукты, если это возможно, на обыкновенных рынках у бабулек. Там будет и дешевле, и продукты будут свежее. Опачки! Это что тут за кантри-тусовка? И самый главный вопрос: что же я буду делать на этом острове? Я еще сам, друзья, не понял. На самом деле, я бы хотел, конечно, много плавать, отдыхать, пить кокосы, есть много дурианов, искать на дне моря гигантских морских звезд, няшить местных лемуров в заповеднике. Ну, короче, да, как-то так, наверное, я представляю райскую островную жизнь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как видите вы вашу идеальную жизнь
на острове. Офигеть, по ходу дела по всему острову проложена бетонная дорога. А еще ребята мне сказали, что здесь на острове ходят бесплатные автобусы. Так что даже если у вас нет транспорта, можно передвигаться по острову. Это круто. Офигеть, вот так свернул с проселочной дороги и просто попадаем в город. Здесь же асфальт, инфраструктура, магазины, кафе. Это круто, когда можно отъехать от города буквально там километров 10 и все, и ты в деревне. Еду я к Мидоре. Мидори — это девушка из России, которая тоже была в Индии, в Гоа, и во Вьетнаме тоже была. Мы жили по соседству в Нячанге, вот как только приехали во Вьетнам. А вот она и Мидори. Дай я сфоткаю. Ну что, это первый человек, кого я встретил на Фукоке из знакомых. Ты тоже такая. Ништяк, когда везде есть свои люди. Вот куда ни приедь, везде кто-то знакомый есть. Просто посмотри, Рамболь. Слушай, ну прикольные такие балконы вообще. Даже, короче, та же самая. А что, хату покажешь? Пойдем, ну там типа тупо логово, короче. Блин, японская. Ну, я не сомневался в тебе, Мидори. Ну вот мой номер, короче. Ну, блин, я тут не убиралась, ну чё. Слушай, ну прикольно все равно. Ну так, на первое время, так сказать. Я пока еще не знаю, как будет выглядеть моя квартира. 5 миллионов 100 за вот такую комнату в месяц. Потом посмотрим, что мне там предлагают за 4. Мне нравится просто то, что 4200. А что тут за соседство? Какие-то хипаны живут? Тут в основном европейцы. Тут, Русских нет вообще? Там японцы живут, немцы. Ну, О, короче. прикольно. Мне сегодня рассказывал немец, нет, он из Австралии, по-моему, мужик. Он приехал лечиться, короче, ну, здесь бюджетная медицина. В Хошимине, говорит, большие очереди, и очень много вьетнамцев и всех и так далее. Он приехал сюда, пошел в клинику, говорит, там один врач сидит, и он, говорит, ну, ничего не делает. Он ему выдал просто таблеточки магнезиума. Вот, и причем, знаешь, такой показывает мне в этом зиплоке. Говорит, я даже, говорит, не знаю, что это за таблетки. Это местный островной врач. Да. Он выписывает одни и те же таблетки всем и посылает всех в один клуб. Еще комнату сразу смотрим, вот такая еще есть с 2 кроватями. Слушай, ну, блин, Мидори, вот эта плитка, это же реально У них плесень здесь. дурдом. У них плесень просто, понимаешь? И те, кто победнее, они делают, я так поняла, плитку. Да, я тоже А это те, кто заметил. побогаче, они уже красят краской. Так мы побогаче будем. Где мы побогаче будем? В душе. Я думаю, что тут на острове дофига всего еще есть, так что мы это все по-любому разведаем. Че, тринкнем кофе. Ну, собственно, знаешь, такая тоже замедленная жизнь островная, я тебе скажу. Вьетнам, он как будто Нячанг весь бежит куда-то, как же городская суета, и здесь лолёк на домах. Ну да. Сидишь себе кофеечек из трубочки попиваешь. Да. По сути, ничего тебе от жизни не надо больше. Ну, а тут как бы получается реальная резервация. То есть в Нячанге можно хоть уехать куда-то, а здесь с острова ты никуда не уедешь. Ну, как уплыть только можно. У нас, кстати, визаран примерно в одно время с Мидори, так что, может, мы поедем в Камбоджу визаранить и там что-нибудь потрепуем, как раз в компот заедем. За черным перцем поедем. На добычу черного перца. Так, короче, я полетел, Мидори. Все, давайте. У вас хорошо? Теперь мне нужно самому теперь свое новое жилье разведать. Жан-Клод Ван Дам в фильме «Некуда бежать». Ну чё, теперь ко мне домой. 12 километров, кстати. Сейчас буду прям пересекать остров и заселяться. Я уже на другой стороне острова. Довольно так раскачанный этот район. Я смотрю, здесь куча магазов, кафешек. В общем, инфраструктура тут офигеть развитая. Я почему-то думал, что это деревня, а это прям настоящий город. Нам сюда. О, какая уютная кафешка. Ух, здесь становится прохладненько.
Это хорошо. То мы приехали, получается. Так, что надо смотреть комнату. Хозяйка, походу, дела. Эта хозяйка, она живет по соседству прямо в соседнем доме. Походу дела, все вот эти домики тоже заняты. Ну что, ребята, зацените просто. 4,5 миллиона. То есть я меньше, чем на месяц сюда заезжаю, на 27 дней. Получается 4,200. И вы видели Мидори квартиру за 5 миллионов 100. Мне кажется, выбор очевиден. Блин, офигеть, так уютно. Тут даже обои есть на стене. И холодильник большой, и шкаф. Ребята, это просто находка. Ну что, ребята, кажется, я заселяюсь. Даже не верится. Блин, такой тихий райончик вообще. И тут, смотрите, кругом джунгли, банановые рощи. Nature. Природа. Когда я в отеле заезжаю, то есть я практически вещи не распаковываю. А сюда я как бы на месяц заезжаю, поэтому буду распаковывать сейчас вещи, доставать одежду. Я все путешествие, прикиньте, проехал в одной рубашке. Я просто каждый день ее стирал. Так, ну что, я уже распаковался. Прикиньте, друзья, я не помню, рассказывал я или нет, но вот эти мусорные мешки. Мы с Мидори в последний день перед выездом искали мусорные мешки, короче, в Ничанге. И нигде не могли их найти. По итогу пришла идея искать дворников и спрашивать у дворников. Дворников мы тоже не нашли. И, короче, в итоге я украл эти мусорные мешки с чужого байка какого-то дворника. И причем эти мешки были грязные, они были из-под мусора, вонючие, обоссанные. И я всю ночь отмывал их, короче, руками с мылом. И это была единственная моя защита моих вещей. Короче, вот такая вот история. Эти мусорные мешки я теперь буду, походу, с собой до конца возить, потому что они таким тяжелым трудом мне достались. И выбрасывать их жалко. К тому же других у меня нет. Блин, вот это хата, вот это просто офигеть. Это вообще, это не вся история. Короче, до того, как поехать на Фукуок, я начал на Google картах, короче, искать всякие разные апартаменты и варианты квартир. И вот это место, вот прямо конкретно вот эту точку, вот эти апартаменты, я нашел на Google картах, и я увидел фотографию вот этой комнаты. И я поставил себе отметку вот этого места на Google карте, чтобы когда я приеду на Фукуок, именно сюда приехать и попробовать здесь арендовать помещение. И только после этого моя подруга Алина, которая здесь тоже живет по соседству внизу, она мне написала и говорит, здесь у них по соседству освободилась комната. И это то самое место, представляете? То есть насколько, как вот это вот все переплетение судьбы, как это все работает, что я сам нашел эти апартаменты, и потом через другого человека мне все равно эти апартаменты достались. То есть это, блин, магия просто. На самом деле очень круто. Супер классная квартира. Стена, оклеенная обоями, просто добавляет уюта. Шкаф, холодос. У меня есть своя кухня. Друзья, даже есть посуда, блин, и столовые приборы. Можно выдохнуть. Вообще, я так счастлив. Время сейчас 4:30. Через час будет закат. На самом деле, за последние 2 суток мне удалось поспать, может быть, от силы 1 час. Меня дико вырубает, но одновременно меня фигачит адреналин от того, что все это происходит. И я, на самом деле, до конца не верю, что все это происходит, и что я столько перемещений совершил. Вообще дико горжусь собой за то, что я все это сделал. И вот этот вот подъем адреналина не дает вообще мне сомкнуть глаза. Но я чувствую, что организм как бы подустал. Поэтому сейчас потихонечку раскладываюсь и посмотрю по настроению. Может быть, действительно поеду на пляж, встречу закат, завершу это видео и хорошенько, прям очень хорошенько отосплюсь. Тут сделал небольшую уже перестановку. Ставил вот этот стол здесь. Царь фруктов теперь у меня на алтаре. Еще вот этот стол будет алтарем. Потом развешу свет, добавлю немножечко декора. И будет совсем все ништяк. Время уже 6 час, я иду на пляж, потому что закат, мне кажется, уже происходит. И все там такие сидят и смотрят на это солнце уходящее. Я тоже хочу. Чуть не забыл, просто преступление. Я вам ванную не показал. Вот такая балдежная ванная. Отдельно, когда ставят перегородку, это прям отдельный респект, иначе все в воде. Короче говоря, место, хата огромная. И стиралка есть! Офигеть! Стиралка, блин! Фу, короче, все, успокаиваюсь. Я почти на пляже. Оказалось, не просто найти выезд на пляж. Несколько заворотов были глухие. Я, кажется, успеваю еще на закат. Ача! Да, закат я немножко, чуть-чуть буквально не успел. Солнце уже скрылось. Ну ладно,
Самое главное, что я здесь. Как я соскучился по прибрежным шекам, где можно посидеть, попить кофе с видом на море. Я на море снова. Это территория какого-то резорта. У них вот здесь вообще и басик там, и все удобства, короче говоря. Обалдеть, друзья. Какой путь был проделан, и все ради того, чтобы просто к морю выйти. Так и живем. От моря до моря, от заката до заката. Блин, до сих пор не верится, что я на острове. Все, Гринч островитянин. Так и назову этот ролик. Как говорят, как лодку назовешь, так она и поплывет. Вот это безмятежная жизнь. Всегда хотелось побывать в шкуре этого самого человека, который живет на острове, бед не знает, на пляж ходит, кокосы пьет, бананы ест и в ус не дует. Это про меня. Представляете, сколько еще нужно будет всего исследовать на этом острове? Сколько здесь скрытых пляжей, сколько здесь неразведанных бухт и всяких разных прикольных заведений. Короче говоря, меня ждет целый месяц квестов. Буду много есть, много пить, много снимать, надеюсь. Оказывается, вот так все просто. Все реально, все возможно. Вот оно, все здесь, на земле. Настроение просто кайф, друзья. Так счастлив, что я теперь островитянин. Я всегда хотел им быть, и знаете, некоторых людей тянет в горы. Например, Юля, я помню, она всегда говорила, мне так хочется в горы, горы, горы. А я вот всегда знал, что мое место где-то возле океана, возле моря, на красивом пляже, где есть пальмы, кокосы, закаты. Да, это мой рай. Неплохой телевизор. Я буду смотреть этот канал всю свою жизнь. Не переключайтесь, пожалуйста. Скоро будет продолжение. Я так счастлив, и я так устал. Вагон просто новых ощущений, новых эмоций. На сегодня максимально все гештальты закрыты. И на плавучем рынке был. Это что, сегодня было? Ну да. Вот так вот, когда рано встаешь, столько всего успевает произойти за день, просто охренеть. Мне самому не верится, что столько всего случилось. Вроде на дельте Меконга был, а сейчас уже на острове. Всего лишь что преодолел 200 километров. 100 километров по морю и 100 километров по земле. Всего 200 километров, а так меняется реальность. Кто бы мог подумать. На этой ноте я точно буду завершать это видео. Оно, походу, получилось очень большим. Ну, все как вы любите. Желаю каждому испытать весь спектр вот этих ощущений неизведанности, ощущений настоящих путешествий. Спасибо, что путешествуете со мной. Поддерживаете меня, ставите лайки, пишите мне комментарии. Короче, классический набор слов в конце видео. Вам, как обычно, друзья, всем желаю любви, добра, счастья, света. И если вдруг вы почувствуете себя в этой жизни грустно или одиноко, то, может быть, просто нужно сменить картинку мировосприятия. Буду дожидаться, пока стемнеет. Я сегодня хотел встретиться со своими друзьями. Оказывается, целый остров друзей уже поселился. О, гуане, островитяне. Всем желаю максимально приятно и качественно проводить вашу жизнь. Надеюсь, мне удастся заснять еще много видосов прикольных с этого острова. По крайней мере, я постараюсь. Все, давайте, друзья. Всех обнял. Скоро увидимся. Всем пока. Так, ребят, тут обновление. Немножко навел марафета у себя в комнате. Теперь как-то все выглядит немножко вот так. Чуть-чуть подсветочки. Здесь, вон там еще немного.
Здесь у меня фруктовый алтарь. Затарился фруктами, зажег благовоние. Так сказать, энергетически окуриваем пространство, заполняем холодильник, цветочки. Примерно так выглядит теперь мое новое жилище. Практически на целый месяц. Пиши в комментах, если понравилось. Я спать.